Всем привет! С вами Израиль, и вы на моем канале реакций. И сегодня необычное видео. Сегодня я попробую сделать немножко в другом жанре реакцию на выступление с точки зрения хореографии, постановки и сценического шоу. И сегодня за пример я беру мной невиденную еще песню в исполнении Гакта. Луна называется. Это лайв был когда-то очень давно. Я его или не помню уже, или не смотрела вообще не смотрела. Итак, я хочу попробовать именно не с точки зрения музыки, да, в чем я, в общем-то, любитель и ни разу ничего не умею, кроме немножко играть на фортепиано. Поскольку в хореографии я всю жизнь, и мне интересно разобрать именно такие вещи, посмотреть с точки зрения шоу, с точки зрения сценического искусства. А также я поняла, что я мало знаю кого из исполнителей, кто использует в своих концертах именно подтанцовку, какие-то хореографические элементы и так далее. Мне было бы интересно на них посмотреть. Те, кого я знаю, это, собственно, Гакт, Леди Гага, естественно, Майкл Джексон и Пинк. Не говорите мне ничего про кей-поп. Кей-поп – это отдельный жанр. Я сама его много лет, ну, не много лет, но пару лет я его танцевала в кавер-команде, поэтому я хорошо это знаю. Но кей-поп все-таки отдельный жанр, да. И мне не очень интересна поп, да, музыка популярная. Мне хочется что-то увидеть более, металл, хардкор, рок, что-то такое, да, более тяжелую альтернативную музыку. Поэтому, если вы знаете каких-то исполнителей, кто работает именно в таком жанре, да, не поп-музыка, а что-то потяжелее, и использует у себя танцевальные постановки, хореографию какую-то, элементы шоу, неважно, это может быть световое шоу, это может быть экраны, это может быть да что угодно, хоть вода и огонь и так далее. То есть именно какая-то сценическая подготовка, да. Присылайте мне ссылки прям, не только описание, но и ссылки рабочие, пожалуйста. И я с удовольствием посмотрю, именно с точки зрения вот сценического шоу и хореографии. Что ж, начнем мы сегодня этот жанр с Гакта. Поехали! Запись так себе, конечно. Тема катан, японцы и катаны. Не знаю, мне кажется, он не поет здесь живую, все-таки фонограмма звучит. Вот, но это ладно. Обычно он всегда, если не танцует, он поет вживую, а так не кей-поп, где они все время вживую поют, бедняжки. Что мне не нравится во всех танцевальных постановках Гакта, это то, что за исключением танца под композицию Ghost, все его танцоры находятся постоянно в масках. Ну и за исключением последнего лайва, который был House, и где тоже вот уже забыла, на одном из номеров или на всех номерах танцоры были без масок. Я понимаю, что это сделано для того, чтобы не отвлекать внимание зрителей от собственной персоны. Вот. Но
В масках тяжело, во-первых, дышать, и, ну, как-то это немножко обезличивает, конечно. Я понимаю, что эффект одинаковости достигнут, но немножко обезличивает танцоров как все-таки личности. То есть мне это, скажем так, не импонирует. Например, у Майкла, да, Джексона в подтанцовке были вообще просто все. Азиаты, европейцы, афроамериканцы, неважно. Парни, девчонки, неважно. И он, наоборот, от этого кайфовал, что у него все разные. Вот это мне куда больше импонирует, чем такое. Пока, конечно, хореография не сложная, но есть мечи, да, вы заметили. У нас в России говорят, если на стене висит ружье, то оно обязательно должно выстрелить в конце пьесы. Также и тут, если есть катана, значит, что? Наверное, кого-то убьют. Ну или будет, по крайней мере, драка. Тем более, что катана не одна. Или одна. О, круто. Махачи. Очень хороший сейчас был кусок, прям вот не могу не откомментировать. Да, господи, что у меня сегодня с языком? У Гакты, конечно, была катана, японская сабля, да. У других ребят, у них, я не знаю, как это называется, это китайский меч. Терминологии, к сожалению, китайской не знаю. Вообще, я сама занималась несколько лет фехтованием самурайским. Теншин Сёдэн, который Синтарю. Может быть, кто слышал. И я вам скажу, что это не просто, да, хорошо владеть мечом. Я знаю, что Гакта владеет мечом, то есть он тренируется, по крайней мере, тренировался раньше. И вот сценическое фехтование, это тоже, надо сказать, то еще искусство, то есть надо отрепетировать и отработать такие вещи хорошо. Тут, конечно, я не скажу, что супер-пупер сложно, но сложно, да, то есть то, что они сделали, там какие-то и трюки были, и все. Плюс вы слышали, там было сопровождение музыкальное, да, всех этих ударов, то есть, озвучка, грубо говоря, да, драки, что, соответственно, они должны успевать все делать в этот ритм, то есть не сбиваться, потому что если ты где-то закосячил, опоздал и не ударил вовремя, а звук прошел, извините меня, все. Так что да, и вот в серединке они начали это нагнетание обстановки, когда вроде как окружили его, да, и вот это ты начинаешь как зритель взглядом искать, где же он. Ну и как я предполагала, это игра с этой маской, которая у него висела на плече.
Ну, то есть он вроде как и там появился, то есть какое-то такое неживое существо, какой-то дух. Ну и прыжок в конце, естественно, пафос. Ну и, кстати, не знаю, это он выпрыгнул или нет, потому что в маске, да. Кстати, не факт, что это он выпрыгнул, а может быть и он. Ну, класс, вот это был хороший момент. Ну, тут однозначно понятно, что фонограмма, потому что какая бы у тебя маска ни была, это будет слышно, будет совсем другой голос. Здесь голос прям чистый. Понятно, что фонограмма. Угу. Вот. Ну, неплохо, мне понравилось. Хорошее шоу. Вот, конечно, учитывая, что он все равно и так не поет вживую, можно было сделать хореографию покруче. Я знаю, что даже он сам может танцевать покруче. Я уж не говорю про танцоров, которые на сцене, они-то уж точно могут еще куда более круто танцевать. Я знаю, что просто Майкл Джексон, например, где у него чисто акцент на хореографию, где он не поет, да, то есть, ну, они там могут и хорошо отжигать, в принципе, почему нет? Потому что все равно, ребят, ну, слышно, когда ты поешь живую, танцуя, и не поешь живую. Возьмите любых кей-поперов, послушайте на лайве, где они действительно поют и танцуют, и какую-нибудь студийную запись или клип. Ну, то есть не небо и земля, они хорошо поют, кей-поповцы, да, но это слышно, это чувствуется, что когда ты танцуешь и поешь при этом, это совсем другое дыхание, совсем другой голос. Вот. Отдельно еще хотела сказать про жанры, но забыла. Я уже много раз, в принципе, говорила, наверное, в предыдущих видео, что я начинала это с народных. То есть у меня база была классические танцы и народные. Не только русский народ, но и другие народности всякие. Потом уже через несколько лет, когда я уехала в другой город, я начала изучать современную хореографию и перепробовала, наверное, поизучала все стили. Я несколько лет танцевала как бы оригинальную хореографию, кей-поп, каверы и изучала все, что можно. То есть и хаус, господи, паппинг, вакинг, вок, джаз-фанк, не знаю, брейк даже. То есть перепробовала и все. И танец живота, и индийские танцы. Не знаю, если я сейчас буду вспоминать, я, наверное, перечислю все, кроме спортивных бальных танцев. Вот спортивные бальные танцы я никогда даже не пробовала. Хотя умею вальсировать еще из жизни в народном коллективе, и я умею вальсировать и очень хочу научиться когда-нибудь аргентинское танго. Очень мне нравится. Вот. А так со всеми, наверное, стилями, кроме, может быть, совсем каких-то старых, я, в принципе, более-менее знакома. И это потрясающе, сколько вообще стилей есть в хореографии. Каждый может найти какой-то свой интересный, любимый и замечательный стиль. В принципе, как и в музыке, наверное. Что ж, пишите ваши рекомендации на ребят, кто из не поп-культуры
и делают какие-то танцевальные постановки. Это может быть, кстати, клипы какие-то, да, если там есть элементы танцевания, какой-то сценической постановки, шоу и так далее. Пишите рекомендации в комменты, ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и увидимся в следующих видео. Пока!